Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Инвиз. Уже 4-й месяц на моем канале не появляется ни одного видео, и 4-й месяц я уже не играю в папку. Как бы за это время уже папку потерпел достаточно много изменений, особенно с настройками. И вот именно тему настроек я и хотел затронуть в этом видео, потому что появились кое-какие настройки, которые мне очень сильно зашли и понравились. Я хотел бы поделиться этими настройками с вами, рассказать про них. Не будем тянуть, погнали на полигон, там все расскажу. Такс, вот мы и находимся на полигоне, тут я и буду вам все рассказывать. Я уже взял эмочку с собой, то есть обвесики и немного прицелов. Первое, с чего хочу начать, это вообще классное нововведение на полигоне. Это бесконечные патроны. То есть теперь мы, отстреляв все патроны, не будем бежать к столу и подбирать их. Это бесило, это отвлекало. Теперь у нас бесконечные патроны. Но я буду касаться в видео только настроек, поэтому давайте посмотрим новые настройки. Начинать мы будем, конечно же, с основных. Теперь у нас вообще все настройки поделены на пункты. Это очень удобно, это очень классно. И теперь все стало более-менее понятно. Начнем с самого верхнего пункта. Это настройка стрельбы. Помощь в прицеливании. Всем известная функция, когда нам игра помогает в прицеливании. То есть, грубо говоря, авто-аим. Его не понерфили, его оставили таким же, каким он был и раньше. То есть можно спреить в дым, можно спреить, зажимать в окна, сквозь стенки. То есть идет прицел, движется прицел за противником. Урона, понятное дело, нет сквозь стенки, но прицел движется. Такая же имбовая штука. Какая она была, такая и осталась. Оставляю ее без разговоров. Индикатор преграды прицеливания. Не очень классная штука. Мы, к примеру, подходим к какому-то препятствию, садимся. И если мы хотим сразу вылезти от этого препятствия, вылезти из этого препятствия и зажать, у нас теряются доли секунды, чтобы это сделать. То есть нам мешает очень сильно красный значок. Мы берем, отключаем эту функцию, и вуаля, мы очень быстро можем пикать и зажимать кому надо. Думаю, тут все понятно. Эту функцию оставляем отключенной. Тут у нас старые функции. Это выстрел с дробовиков и выстрел со снайперских винтовок. На нажатие и на отпускание. Тут все понятно. Новая функция у нас это звуковые эффекты выстрела в голову. То есть теперь, когда мы попадаем по голове, у нас такой есть звон, то есть непонятный какой-то звук. Мне он противен, особенно когда вы берете и зажимаете по скваду, который едет в машине, просто будете слышать в своих ушах не выстрелы от своего оружия, а будете слышать звон. Мне эта функция не нравится, я ее отключаю, она меня бесит. Единственное, что прикольно, это она вообще срабатывает. Неважно, зарегистрировала у вас урон или не зарегистрировала. То есть я попадал с авика в голову, слышал этот звон непонятный, но противника не нокал, потому что регистрации нет. Дальше у нас идет пункт настройка прицела, то есть настройки прицела. Вращение камеры при прицеливании. То есть тут все понятно. Либо мы зажимаем палец, двигаем пальцем, у нас не работает движение в прицеле. И либо мы берем и пальцем двигаем при прикосновении к прицелу и движении, мы его двигаем камерой. Тут все понятно. Я эту штуку отключаю. Режим прицела тут тоже все понятно. Это все старое у нас. Регулировка фокусного расстояния. Вот эта у нас штука осталась. Это мы возьмем, допустим, 6х. Можно так теперь. То есть не нажимая, а сразу двигаем пальцем и получается скопим. Прикольная вещь, надо к ней привыкать. Я ее, наверное, оставлю. Покажу вам сейчас. Где? Покажу вам сейчас, как это работает. Я нажал и могу двигать. Если я буду нажимать и сразу двигать, так не будет работать. То есть мне надо нажать, открыть это меню и только потом двигать. Это привычно, но появилась новая возможность. Почему бы ее не использовать, поэтому я сделаю так на удержание. То есть очень удобно, в принципе, поэтому оставлю. Дальше, что у нас из нового, это сделали пункт у нас касательно наклонов. Настройка
выглядывание, настройки выглядывания. То есть, если мы отключим, у нас вообще не будет наклонов. Если мы включим, у нас будут наклоны, логично. Наклониться и прицелиться — это старые настройки, то есть наклоняемся и сразу входим в прицел. Вращение камеры при наклоне — это тоже самое, что я вам рассказывал с прицелом. То есть мы касаемся пальчиком прицела и двигаем камерой. Все понятно. Так, дальше получается у нас что? Режим укрытия, тут тоже все понятно, на нажатие, на удержание. Тут все тоже понятно. Настройки прицела. Тут зачем-то сделали два пункта: настройки прицеливания и настройки прицела. Я не понимаю, зачем это сделали, но я сделаю вид, что я этого пункта не видел. Он бессмысленный, мне кажется. Я, скорее всего, думаю, что это... Я не знаю, что это сделали. Чего это сделали? Это, наверное... Хотя я хрен его знает, честно. Бесполезный пункт. Настройки прицеливания. Включаем. Два похожих пункта, не знаю, зачем они. Гироскоп. Тут у нас добавился реверс гироскопа, то есть инверсия. Будем называть ее другим словом. Мы телефон опускаем вниз, камера идет вверх. Телефон поднимаем вверх, камера идет вниз. Также и по горизонтальной оси. Телефон вправо. Получается... А, нет, у нас реверс только вверх-вниз. Все. Так. Дальше. Дальше. Отключаем этот реверс. Дальше перспектива. Нам тут добавили такую классную штуку, как режим от третьего лица. Теперь мы можем менять видимость от третьего лица. Вот так у нас было раньше с вытянутых телефонов. Сейчас, благодаря этой настройке, можно сделать вот так вот. Как на 8-м айфоне, на 7-м айфоне, где соотношение сторон такое прямоугольное. Все знают. Ну и очень приближенное это все к iPad. Я оставляю так, но так комфортно. Такс. Универсальная метка, прыжок, карабканье. Постоянно использовать бинты нам добавили такую функцию. Это теперь, когда мы... Ну, то есть это старая вообще функция, только теперь нам дали возможность ее отключать. Когда мы хилимся бинтами, у нас персонаж продолжает автоматически хилиться бинтами. Сейчас можно эту функцию отключить. Вы будете вручную тыкать по бинту, чтобы отхилиться. Вот. Удобная вещь. Она мне всегда выручала, спасала. Поэтому я ее оставлю. Будут постоянно у меня использоваться бинты. Функция быстрого броска — это тоже у нас было. Объединение приседания и положение лежа — это у нас не было. Я не знаю, зачем эта штука. Это будет как-то по-тупому работать, наверное. Вот мы ложимся. Подождите, а как это сделать? То есть теперь мы зажимаем кнопку «Сесть», и у нас персонаж ложится. В принципе, удобно, но и в принципе не очень удобно, поэтому я оставлю, как у меня было раньше. Веерообразная зона броска. Это такая штука прикольная. То есть давайте я возьму сковородку, к примеру. Где сковородки тут? Такс. Вот я добежал, получается, до гранат. Я разобрался, что это за функция. Смотрите, если у нас, получится, переключатель стоит в положении «переключить», то мы просто выбираем, как раньше. Мы взяли, допустим, дым и зарядили, кинули его. Ну и выбрали, соответственно, низкий или верхний, да? А если мы выберем кнопочку, получается, бросить, то теперь мы можем зажать и сразу бросить. В принципе, удобно. Лишний раз не нажимать по кнопке стрельбе, чтобы случайно не кинуть хаешку в своего тиммейта. То есть мы сейчас берем, зажимаем, держим, получится, на том, так сказать, метательном оружии, которое нам нужно, и бросаем. Такая вот удобная штука. Вот. С ней разобрались. Я ее оставлю в таком положении. Вот. Дальше у нас идет чувствительность рывка. Вообще лютая имба. Вот у нас стоит по стандарту 50. Мы бегаем, как бегаем, в принципе, обычно. Меня бесило, что персонаж иногда подтупливал. Сейчас он подтупливает тоже. Мне это бесило. Теперь это фиксится тем. Просто мы берем, вкручиваем в правую часть, в правую сторону чувствительность. И теперь у нас персонаж вообще дикий, бешеный, зверь-зверюга. Теперь мы можем бегать, убивать, рвать всех, просто убивать всех, живых, неживых. Короче, вы поняли. Если мы возьмем, выкрутим, получается, выкрутим в левую сторону, то у нас вообще получается лютый ботинок, да? Если вы хотите притворяться ботом, можете данную настройку выкручивать в левую сторону. Будет у вас вообще отлично получаться. Самая вообще имбовая вещь — это вот именно эта настройка.
Теперь можно люто двигаться, флексить, убивать и наказывать врагов. Тут с этим все понятно. Я, кстати, увидел то, что переработали немножечко иксы, сделали более тонкие очертания прицела. Вот. Так, мы ничего не пропустили, листаем дальше. Чувствительность рывка выкручиваем в правую сторону и просто рвем всех. Прозрачный интерфейс в матчах. Я не знаю, он у меня не работает, если честно, я ни разу его не смог отключить. Пока что эта функция у кого-то может работать, у кого-то может не работает. Дальше идет у нас автооткрытие дверей, это у нас все старое, вибрация смартфона. Не знаю, зачем смартфону вибрировать. Все, это у нас все пошло вообще ненужное, да? Основные настройки мы разобрали. Дальше у нас идет из такого интересного, это в чувствительности возможность настраивать под каждое оружие свою чувствительность. Вплоть до настроек именно под палец и гироскопа. Допустим, выберем МК-14, добавить конфигурацию, и вы можете вот под МК-14 полностью настроить себе сенсу. Поэтому пользуйтесь этим, это очень имбово, это очень круто. Думаю, показывать, как это делать, не надо. Все понятно и видно. Больше никаких, в принципе, я таких настроек не заметил, которые потерпел, так сказать, у нас PUBG в плане настроек. Мне еще понравилось очень сильно быстрый пресет. Теперь это вообще классно. В принципе, на этом, я думаю, стоит закончить. Такое у нас вступительное вообще видео. Я снова возвращаюсь, так сказать, на канал. Буду пилить видосики для вас, ребят. Поэтому поддержите меня, пожалуйста, лайком и подписочкой на канал. Мне будет очень приятно. Ну а на этом мы заканчиваем. Такое вот у нас информативное видео получилось. Какое-то разговорно-информативное. До следующих встреч. С вами был Инвиз. Всем пока-пока.